Мы с вами не просто на острове, а в месте, где традиции сочетаются с технологиями. Добро пожаловать на Тайвань, место, где каждый уголок хранит свою историю. Мы летим в Тайбэй, столицу острова Тайвань. Интересный факт. В городе сразу два аэропорта. Один принимает большинство международных рейсов и находится за пределами города. А второй расположен прямо в центре, всего в нескольких минутах от небоскребов и рынков. Сюда мы и приземляемся. Очень забавно. После прохождения контроля здесь такой вот мужчина рассказывает, что нельзя с собой провозить фрукты, овощи. Короче, вот все, что здесь изображено, бургеры, курица, говядина, стейки. Даже, смотрите, есть такие вот макеты, яблоки, бананы. Ну, чтобы прям понятно всем было. Какая милая багажная лента с собачкой. И обратите внимание, указан даже штраф, который придется заплатить, если вы вот это вот все провезете. То есть за фрукты получается штраф 3000, а вот за это, за мясо, за наггетсы, за курочку 30 000 штраф. Сразу в аэропорту, вот в этом вот в мегабанке, меняем $200 на первые дни. Все официально. Вот видите сумму, которую мы получим за 200 баксов. Вот курс. Первое знакомство с тайваньскими долларами. Красивенькие, да? Иероглифы, голуби, птички, горы, природа, исторические здания. И вот монетки такие, смотри. Для посещения Тайваня нужна виза. Мы заранее получили ее в Питере. Вот моя виза. И когда прилетаешь уже на Тайвань, ставится штамп. И с момента, как он поставился, действует он 30 дней. Потом нужно вылететь. Ну и, конечно же, самое главное, нам нужна будет связь. Поэтому покупаем себе сим-карту прямо здесь в аэропорту. Зачем тянуть кота за одно место, да? Тут также вот такие вот боксы есть какие-то интересные. Видите, Wi-Fi бокс. Первый раз вижу, что это такое, ребят. Мир современных технологий нас ждет в этом выпуске. Ну и по цене получается вот так вот. Есть на 3 дня, есть на 5, на 7. Мы взяли вот на 30 дней, безлимитный, стоит 1000 местных долларов. Прошу заметить, неважно на какое количество дней вы берете, каждая опция, она безлимитная. Здесь работает Uber, но там нужно идти на какую-то парковку D. Короче, мы решили прямо вот сюда в очередь стать и просто на обычном такси по метру доехать. Я вообще человек-молния, и мне очень понравилось, как мы быстро проскочили аэропорт и все процедуры. Паспортный контроль, поменяли деньги, купили симку и готовы погружаться в городской движ. Первые впечатления, как будто попал в смесь Токио и Бангкока, только с тайваньским акцентом. Город сразу дал почувствовать, здесь будет интересно. Тайбэй, мы приехали! Сразу удивляет, насколько Тайбэй комфортный и упорядоченный. Этот город смело можно назвать идеальным городом. По чистоте и по аккуратности расставления транспортных средств. От байков до автомобилей и велосипедов. Кажется, что все здесь работает как часы. Четкие разметки, логичная организация пространства и продуманные мелочи. Тайбэй будто создан для людей, и это чувствуется с первого взгляда. Вот это я понимаю. Уборочная машина, уборочная бригада города. Вот приятно посмотреть, смотрите, как красивенькая. Иероглифы симпатичные. Там что-то написано на китайском, непонятно. Ну и все приспособления для уборки города. Вот какой вид транспорта нам нужен. Грузовик с цифровым экраном, таким табло. И там будет реклама своим ходом. Это же гениально. И мы поедем по России на таком грузовике. Ребят, ставьте лайки, если надо такое сделать. А это сеть парковок. Значит, здесь заезжает автомобиль. А чтобы было видно, сколько осталось свободных мест, прямо на дороге установлены вот такие вот мониторы. Как видите, 32 свободных места для автомобиля. И такие парковки стоят
40 тайваньских долларов в час, а в день 350 тайваньских долларов. И вот смотрите, машинка только что выехала, обновился счетчик автоматически, 6 парковочных мест свободно. Все на своих местах. Идеальная разметка для байков, аккуратные парковки, понятные переходы. Представляете, здесь есть диагональные переходы дороги и даже написано время, когда можно переходить дорогу по диагонали. Но получается, работают все 4 светофора. Грубо говоря, можно перейти дорогу по диагонали. Прикольно. Как аккуратно здесь стоят байки. У каждого свое место. Все разлиновано. Чисто, аккуратно. Посмотрите, какая красота. А? Так дружно выстроились в ряд. Но самое приятное – это общее ощущение порядка и уюта, которое не теряется даже в самых оживленных районах. Какая же чистота на улицах, а как свежо. Посмотрите, даже на байке, у каждого байка свое местечко, никто за линию не выезжает. А здесь, вдоль дороги, на тротуаре стоят горшочки, и никто эти горшочки не ворует. Это просто горшки с цветами у высотного здания на обычной улице. Вот с этой стороны, если мы с вами повернемся вот сюда, посмотрите, то есть вон там, с той стороны, все усеяно горшками, вся улица в горшках. Вот это я понимаю, благоустройство города. Да, очень чисто, конечно. При этом нет ни одной мусорки. Представляете, ни одной. Весь мусор надо носить с собой. Вот Старбаксик купил, изволь до дома донеси свой стаканчик, либо пей там, чтобы не было мусора вообще. И это, конечно, мне кажется, такое влияние Японии, потому что именно в Японии так, весь мусор носи с собой. И это неудивительно, ведь Тайвань почти 50 лет был японской колонией. Но чтобы понять, откуда все это пошло, давайте немного углубимся в историю. Тайвань – остров с богатой, но непростой историей. Первые люди появились здесь еще тысячи лет назад. Долгое время остров населяли аборигенные народы. В 17 веке сюда пришли европейцы, сначала голландцы, потом испанцы. Позже Тайвань оказался под контролем Китайской империи Цин. В 1895 году, после войны с Японией, Китай уступил Тайвань японцам. Японская колонизация длилась 50 лет. Остров модернизировали, построили дороги, школы, железные дороги. После Второй мировой войны Тайвань вернулся под контроль Китайской республики. Но уже через несколько лет, в 1949 году, в материковом Китае произошла революция. К власти пришли коммунисты во главе с Мао Цзэдуном. Проигравшие правительство Китайской республики во главе с Чан Кайши бежали на Тайвань. С тех пор остров стал их новой базой. И хотя формально они все еще называли себя Китаем, постепенно Тайвань пошел своим путем. В 1980-х началась демократизация. Сегодня Тайвань – это современная, технологичная, свободная страна с открытым обществом, сильной экономикой и высоким уровнем жизни. Да, официально он признан далеко не всеми, но фактически Тайвань – отдельное государство со своими законами, валютой, армией и паспортом. И, пожалуй, самое важное – с яркой культурой и собственным характером, который чувствуется в каждом городе, на каждой улице и даже в каждой тарелке местной еды. После такой истории мы, конечно же, начинаем наш маршрут с одного из символов города. Это мемориал Чан Кайши. Посмотрите, это просто ворота, вход настолько величественный и огромный. И это вы еще не видели сам мемориал. Само здание не менее величественное, с синей крышей, огромной белоснежной аркой и 89 ступенями по числу лет жизни Чан Кайши. Мемориал построили в 1980 году в память о лидере Китайской республики, который после гражданской войны оказался на Тайване и фактически создал здесь новое государство. Но вы это и так уже знаете из истории. Хоть слово величественное и уже заезженное всем надоело, но здесь оно идеально подходит. Величественная площадь, величественные ступени и величественный мемориал. Грандиозно. А внутри бронзовая статуя Чан Кайши восседает на троне. И знаете, чем-то похоже на статую Линкольна в Вашингтоне.
И каждый час здесь происходит почетная смена караула. Такое считается зрелище для всех, поэтому столько народу приходит. Закончилось очень здорово, красиво. Все двигаются как единый человек. Да? Ну, прикольно. Стоит сходить посмотреть. Кстати, место абсолютно бесплатное, и, как видите, очень много тайваньцев, потому что они обожают свою историю, свою культуру, и это место для них очень почитаемо. Мы только что побывали в месте, где хранят память о самом влиятельном лидере Тайваня Чан Кайши. А теперь давайте заглянем еще глубже в прошлое. Прежде чем окунемся в атмосферу современного Тайбэя, хочется почувствовать, каким он был когда-то. Отправляемся на улицу Дихуа, туда, где все начиналось. Сердце старого Тайбэя, улица Дихуа. И здесь пахнет чаем, специями, ароматы времени. Давайте смотреть, что здесь есть интересного. Огромный выбор сушеных фруктов. Вот есть маракуйя, драгонфрукт, клубничка, инжир сушеный и джекфрут. Вот я думаю, взять даже. Витаминчики. Получается 100 тайваньских долларов. За пачку. Помимо фруктов, разные сушеные овощи. Причем вот на некоторые я смотрю и даже не понимаю, что это. Вот это понятно. Это засушенные грибочки. Если честно, то разбегаются глаза, и вот все это хочется купить, вечером заехать в отель к себе, налить чая и попробовать. Но столько, конечно, не утащишь. А какие здесь милые магазинчики. Есть сувениры разные. Вот здесь, например, посуда. Есть чаи, мыло, всякие ароматы приятные. Здесь вот кошелечки. Какая прелесть, такая милота вообще. Пожалуй, главное отличие от других сувенирных магазинов в разных странах, что здесь все необычно упаковано, и сам товар, он необычный. Вот это, например, конфетки со вкусом чая. Есть Эрл Грей, есть Оолонг, есть матча. И все это вот с такими украшениями, понимаете, здесь такая доска красивая, которая, кстати, тоже продается. 4200 тайваньских долларов стоит вот такая доска. А вот эта вот необычная штучка, мы сначала подумали, что это мясо, а это оказалось икра рыбы. Причем довольно дорого стоит, маленькая 1200, а большая 2080 тайваньских долларов. Насколько я знаю, вот такие вот грибы у нас в России на деревьях растут. Видели такие вот подобные у нас на родине? Здесь такие продают вот за 750 за килограмм, видимо, или за штуку. 3 огромных кальмара за 680 местных. Смотрите, какой размер кальмара. То есть вот так вот, да, берем гигантские кальмары. Как вы думаете, что это такое? Вы абсолютно правы. Это акулий плавник. Как видите, трогать нельзя. Я не знаю, какой он, конечно, на вкус. Но по стоимости это 15 500 местных за килограмм. А также есть за 43 500 за килограмм сушеные морские огурцы, пупырчатые. Такие здесь ароматы стоят, вообще невероятные. Вот это, например, маленькие пакетики с уже готовым набором чая. На чай, конечно, не очень похоже, но получается что-то фруктовое. То есть нам привычного чая здесь нет. Это именно вот фрукты, какие-то вот такие разные наборчики, Мне такое засушенные. надо. Но пахнет очень вкусно. То есть вроде бы чай, а вроде бы и не чай. Компот, короче, какой-то. Воды горячей добавляешь и получаешь напиток. Чай дают попробовать. Здесь вот такой вот персиковый, без сахара. Вкусненький очень. Вообще такой классный. Естественно, женушка моя не удержалась. Вот такую ей корзиночку дали. Смотрите, уже набирает Да, себе. получается, упаковка стоит 40, и если 10 берете, одна в подарок. Ну, я беру 4. Один бесконечный рынок, получается, ряды со всякими вкусностями. Глаза разбегаются. Мне кажется, надо пойти поесть что-нибудь.
Вы, наверное, заметили, что у нас новые очки. Год назад мы познакомились с брендом Gressa и теперь носим только их. В них можно провести целый день от рассвета в Сингапуре до заката на Бали и не снять ни разу. Они весят всего 16 грамм, нет давления на нос и усталости от долгого ношения. Оправа из титана прочная, тонкая и идеально вписывается в любой образ, будь ты в купальнике на пляже или в храме на Тайване. Отдельное удовольствие – это линзы. Здесь стоят марочные Zeiss, те самые, что делают оптику для профессиональных фотокамер. У нас очки с фотохромными линзами, и когда выходишь на солнце, они автоматически затемняются. Но стоит оказаться в тени или зайти в помещение, они становятся полупрозрачными. Это на самом деле очень удобно. Вот вы идете такие по пляжу, у вас все руки заняты, и вы резко заходите куда-нибудь в кафешку, а там, например, очень темно, и если у вас еще и очки темные, ну вам некомфортно, например, руки все грязные, очки не хочется снимать, и получается, вы, когда находитесь на пляже, где солнце, очки темные, заходите в помещение, они сами осветляются, их вообще снимать не надо. А еще эти очки невозможно сломать. Вот так можно их согнуть, скрючить, вот, понимаете, вот они вот такие вот, оп. Можно сделать вот так, по ним может проехаться машина, они могут вывалиться, упасть с самолета с высоты 10 тысяч метров, и им ничего не будет. Для подписчиков нашего канала действует специальная скидка 7% по промокоду «Своим ходом». Она действительно в интернет-магазине Gressa и в фирменных флагманских бутиках в Москве и в Санкт-Петербурге. Ссылочка будет в описании, обязательно попробуйте, вы просто не сможете потом носить другие очки. Блин, так здесь классно гулять. Такие вот улочки спокойные, нет никакой суеты, и даже с дождем. Истинное удовольствие получаешь. И знаете, вот такое вот умиротворение, спокойствие, и что немаловажно, чувствуешь себя в полнейшей безопасности, потому что после стран Южной Америки, где на каждом углу вот так вот, здесь часы, телефон, тут камера снимает. Вообще по барабану. Действительно, ну как-то даже когда из аэропорта мы вышли, вот первый шаг делаешь и понимаешь, безопасная страна. У меня никогда не было желания купить себе чеснока где-нибудь на улицах города, но вот здесь хочется всю вот эту вот связку чеснока забрать и вот этот велосипед с кукурузой просто угнать, потому что смотрится очень красиво. Ресторан традиционной тайваньской кухни. Называется Rice and Shine. Тут какая-то супер история, связанная с рисом. Здесь какой-то особенный рис, и мы взяли сеты. Здесь всего в меню представлено порядка 6 сетов. Есть тофу, рыба, курица. Вот у меня получается сет из курицы. Это куриный стейк, получается порезанный, кожей вместе и на гриле сделанный. Пахнет невероятно вкусно. У Виталика в сете рыба. Это сибас. И не просто сибас, там еще грибочки внутри. Должно быть тоже очень вкусно. Также рис. Это какие-то водоросли, да, морская капуста, грибочки и что-то сладенькое. Вот в этом прекрасном горшочке у нас суп. Нам дали вот таких вот 2 соуса и сказали, что нужно их добавить в рис. Они теплые, кстати. Нужно замиксовать. То есть немножко вот этого вот так вот, видимо, покапал. Традиционная тайваньская кухня. Капает понемножку совсем, видимо, чтобы не перелить. Вот так вот делаешь, главное себя не заляпать. О, вот так вот делаешь. Ну и, естественно, все это уплетается китайскими палочками. Вот так вот берется, рис поднимается. Очень вкусный, сварен потрясающе. Так, дальше пробуем вместе с вами, ребята. Грибочки маринованные. Вот это просто грибочек. Просто маринованный грибочек. Это водоросли морские. А вот это что-то невероятное. Обалдеть. Очень вкусно. Потрясающе. Обалденно. Это у нас... Это сладкое, Зай, потом. А-ля... Не, это яйцо. Вареное яйцо, типа, ну, а-ля тофу яйцо, смотри. Да, это омлет. Это тайваньский омлет. Ты не понимаешь просто. А вот дальше как раз таки мы берем эту рыбку, которая нежно обернута в кожицу, и там внутри получается начинка из грибов. Это безумно вкусно. Невероятно. И знаете, что самое главное? Без специй получается.
Все такое в меру, не пересоленное, очень приятное на вкус. В завершении трапезы мы берем вот такую вот граненую чашечку, знаете, как будто весит 3 тонны. Вы даже не представляете, очень тяжелая. И мы готовы двигаться дальше. Тарелки полностью опустошенные говорят только об одном. Сюда стоит прийти. А еще Тайбэй – это город, который приятно исследовать без цели. Он как музей под открытым небом. Стоит свернуть с главной улицы, и тебя ждет сюрприз. Город, конечно, огромный, улиц очень много, и центральные улицы с большим количеством местных туристов, но все-таки мне нравятся именно вот такие вот маленькие, узенькие, колоритные улочки. Тут даже, может быть, магазинов-то и нет, но как это красиво, блин. Такая вот эстетика непередаваемая. Даже, знаете, смотрите вот на этот вот щиточек, на эту трубу, которая вся заклеена наклейками, и прям, знаете, удовольствие получаешь от города. Не нужны мне эти большие, огромные улицы. Мне нужны узенькие и душевные. Вот так вот стоит случайно совершенно свернуть на эту маленькую узенькую улочку. Посмотрите, какие красивые граффити, картины. Посмотреть на уличные художества можно. Слушайте, так это не просто уличные художества. Это уличные шедевры. Это прям можно фотографировать и себе на рабочий стол брать. Обалдеть. Сейчас многие вот такие вот вещи создают в нейросетях, а это люди сами нарисовали, и это дорогого стоит. Мне кажется, скоро это будет редкость и будет цениться на вес золота. В таких улочках можно наткнуться на что угодно. На улице, наверное, каждые 100 метров есть помещение, где установлены игровые автоматы. Ну, вот эти привычные. Кидаешь денежку, там управляешь этим джойстиком и можешь вытащить, например, здесь вот мягкие игрушки, тут что-то в коробочках. И я так понимаю, что вот эти вещи вообще хрен вытащишь. Ну как можно вот таким вот, да, по-любому специально ослабленный, для таких, знаете, для ложков игра. Как можно такую коробку поднять? Мне кажется, это невозможно. Тут тоже что-то, вот эти большие, огромные стаканы. Так, наверное, никто не вытащил. Смотрите, как капибарка лежит, как будто специально, вот, как будто взять и вытащить. Но в чем прикол? Одна игра, что ли, 760 тайваньских долларов. Это же капец как дорого, как такое может быть? Короче, себестоимость игрушки, походу. Ну, и типа, ты 100% как будто вытащишь, но на самом деле, скорее всего, это не так. Но не факт. Но, скорее всего, если вы поиграете, то вы получите вот это. Автоматы здесь – это не просто детская забава, это часть повседневной культуры. Люди обожают собирать игрушки из автоматов. Это хобби для всех возрастов. Это создает ощущение праздника и детской радости даже в обычной прогулке по городу. Эти автоматы встречаются буквально на каждом шагу, даже в метро. Да, кстати, о метро. Говорят, что тайваньское метро одно из самых лучших в Азии. Пошел нереальный дождь, самое время проверить это. Вообще метро интуитивно понятное. Есть вот такие автоматы, где можно купить билеты. Причем интересно, вот такая вот карта, и здесь обозначена цена. То есть вы смотрите, куда вам ехать. Например, вот сюда, да, и это будет стоить 20 тайваньских долларов. Соответственно, вы билетик покупаете на 20 тайваньских долларов. Здесь можно купить, получается, единичный проездной, да, на один раз. Также можно купить билеты на 24 часа, 48 и 72. Также здесь можно купить карточку, которая называется Easy Pass. Она дает право проезда, соответственно, на общественном транспорте. Еще по ней можно арендовать велосипеды и также платить в маленьких магазинчиках. Мы будем покупать именно такую карточку. Она покупается вот в таком вот отдельном автомате и стоит 100 местных тайваньских денег. У карточек могут быть разные дизайны. Нам досталась вот такая вот с драконом. О-хо-хо. Все счастливы. Далее нужно карточку пополнить. Она кладется вот сюда, а денежка уходит вот сюда. Проверяем. О, все работает. Ну и в целом, видите, все аккуратненько, опрятно. Вот такие вот линии. Все очерчено. За линии заходить нельзя. Ждем своего поезда.
Тут тоже вот все указатели, какие станции, в какую сторону. Слышите, музыка заиграла. Это значит, что наш поезд прибывает. Собственно, вот он. В метро все станции и информация дублируются на английский язык, так что сложностей в использовании не возникает. Ребята, лайфхак. В метро есть мусорка. А чтобы выйти, получается, нужно просто приложить карточку вот сюда. О, отлично. Через пару остановок мы уже у подножия главного символа Тайбэя – башня Тайбэй-101. Но когда мы приехали, башня пряталась в облаках. Видимо, решила сыграть в прятки. Ой-ой-ой-ой-ой, а башня-то вся в облаках. Куда мы собрались? Вообще, как бы мы приехали, ребята, чтобы вы понимали, в сезон. Сейчас самый сезон, должно быть солнышко. Но как есть. Но как есть, конечно, обидно, что поделать, но башня, конечно, красивая, высокая. Перед входом в торговый центр есть штука такая, чтобы зонтик протереть. Прикольно. Вот это технологии. И сухой зонтик. Но мы были упрямыми туристами, дождались, и на следующий день она все-таки вышла на свет. О, 2 дня прошло, вроде бы даже солнышко вышло, можно подниматься на башню. Билеты стоят по 600 тайваньских долларов на взрослого человека, и это подъем на 88 и 89 этаж. К сожалению, 91-й площадка открытая тоже закрыта, потому что был дождь, но сегодня есть отличие. Сегодня вроде бы хороший вид. Еще дали 2 вот таких ваучера на вкусняшки наверху. Уши закладывают, как в самолете, но зато через пару мгновений и весь Тайбэй у нас под ногами. Буквально 37 секунд, и мы на 89 этаже. Когда-то, когда построилось это здание, это был самый быстрый лифт в мире. Тайбэй-101 высотой 508 метров. Когда-то это было самое высокое здание в мире. Оно держало мировой рекорд почти 6 лет, пока его не обошел небоскреб в Дубае. Но и сейчас башня поражает. Инженерный шедевр, построенный в сейсмически активной зоне. И все ради вот этого захватывающего вида. В целом обстановочка здесь, как и на всех небоскребах в разных частях мира, в разных городах. Вокруг панорамные окна, где вы наблюдаете за городом сверху, а внутри, по центру, разные магазины, где продается сувенирная продукция. Вау, это же тот самый шар, который помогает этой башне во время землетрясений устоять. Вот такая вот огромная конструкция на тросах. Весит он 660 тонн и подвешен между 87 и 91 этажами. Когда здание начинает раскачивать от ветра или толчков, шар движется в противоположную сторону и гасит колебания. Шар-демпфер может отклоняться до 1,5 метров. Благодаря ему Тайбэй-101 считается одной из самых устойчивых башен в мире. Смотрите, это реальные съемки, как было во время землетрясения в 2015 году. Интересно, что во время строительства башни произошло землетрясение почти 7 баллов, и один из кранов упал с высоты. После этого инженеры укрепили конструкцию и добавили этот гигантский стабилизирующий шар. И да, его действительно можно увидеть вблизи. Это единственное место в мире, где можно посмотреть на эту технологию так открыто. Можно вот так вот взять подушечку, здесь лежала, посидеть, посмотреть на город, порассматривать красивые горы. Много всяких инсталляций для фотографий. Мне кажется, тайваньцы, так же как и китайцы, очень любят фоткаться. За дополнительную плату 360 тайваньских долларов можно подняться еще на 101 этаж.
но вид будет такой же, это тоже находится за стеклом. Поэтому для нас лично смысла не имеет, а вот то, что открытая площадка сейчас закрыта, это, конечно, жаль. Внизу башни после посещения, естественно, вам пытаются продать сувенирную продукцию. Это для хейтеров сувенирная продукция. Чё? Вот. О, прикольно. Такие киски, черные киски с подушечкой. Уже знакомая нам всем еда. Автоматы с сюрпризами. Обычная вода внутри, но, как видите, бутылка пластмассовая в виде башни. Знаменитая на весь мир игра Маджонг. Одежда с башней. Конструктор. Собери башню самостоятельно. На выходе вот такая история получится. Снежный шарик с башенкой. Короче, магазинчики здесь, и внутри продается все с башенкой. Ухватила себе немножко подарочков с башни из Тайваня. Один покажу, он легко достается. Это пазл черно-белый, вот такой вот 3D голографический. А в другом пакетике это такие чашечки для риса, но из них можно есть, но вообще они декоративные, на полочку. А ты чего такой загруженный? Да вот ищу, где нам дальше остановиться. На одном сайте отели, на другом билеты, на третьем аренда машины. Как ты обычно все так быстро выбираешь? Просто я не скачу по всем сайтам, а заказываю все в одном приложении One2Trip. Там все в одном месте, и жилье, и билеты, и даже экскурсии. Смотри, здесь больше 3 миллионов отелей по всему миру, и можно оплачивать картой любого банка. Удобно, да не то слово. О, нашел! И тут еще есть такая кнопочка «Дикий кэшбэк». До 30% бонусами. А потом их можно будет использовать на следующее бронирование? Да, бонусы копятся, и мы так пару раз уже съездили почти бесплатно. Это получается, чем больше ездишь, тем дешевле выходит? Это travel-магия какая-то. Это главная фишка One2Trip. А если вы путешествуете по работе, есть еще One2Trip для бизнеса. Там особые условия для командировок. В общем, не забудьте поставить приложение, которое вам поможет в следующем путешествии. Ссылочка на него будет в описании. А мы продолжаем прогулку и рассматриваем башню с разных ракурсов. Обратите внимание на ее дизайн. Он не случайен. В основе Тайбэй 101 лежат числа. Цифра 8, олицетворяющая удачу и процветание в китайской культуре, отражена в 8 секциях здания. Как я смотрю маршрут, куда ехать? Допустим, нам нужно доехать до башни. Я вбиваю в Гугле, Google Maps, да, и нажимаю маршрут. Дальше ставлю общественный транспорт. И он мне показывает расписание всех автобусов, метро и так далее. Очень удобно выбрать абсолютно любой вариант. Для того, чтобы посмотреть на башню и город с другой перспективы, мы поднимаемся на гору, которая называется Слон. Не очень тяжелый подъем, находится рядом. И идеально совместить эти два места вместе. Просто обожаю подъемы. Мягко говоря, подъемчик непростой. Всего около 700 метров подъема. Вот оно, ради чего мы сюда поднимались. Башня и город как на ладони. И как видите, есть такие вот смотровые площадки, куда можно забраться и увидеть всю эту панорамную красоту. И сделать шикарные фотографии или видео подснимать. Вот это да! Но это еще не конец. Это была лишь середина, и мы поднимаемся еще выше. Много таких смотровых сделано. Можно, в принципе, доходить до какой-то из них и останавливаться, дальше не идти. Но мы же должны дойти до конца. Я что-то сказала, что подъем легкий. Опять начитала всего в интернете. Беру свои слова назад. Это как на небоскреб в Девяткино забраться. Это, походу, место для самых спортивных, что ли? Типа забираешься наверх. Если еще силы есть, можно потянуться пару раз. Скользкие руки. 3 достаточно, можете дальше. И вот мы на самой высокой точке, гора Слон, и оттуда открывается самый роскошный вид на город.
Вид даже круче, чем на башне, согласись? 100%, да. Как всегда мы говорим, да, лучше смотреть со стороны. Опа, видел? Веревка спасла мой телефон только Прикинь. что. Сейчас бы упал в У обрыв меня телефон. выскользнул телефон, потому что я вспотела, как, блин, хорек какой-то, пока сюда поднималась. И он бы сейчас улетел туда со всеми фотками с Тайваня. Короче, это как в Куала-Лумпуре, там, где башни Петронас, на них лучше смотреть со стороны. Потому что он забрался наверх, типа, и где, и что? Ты просто на высоте. А хочется увидеть башню во всей красе, и вот здесь та же самая история. Башня во всей красе именно с этого ракурса. Вы где-нибудь видели вот такого огромного червяка? Ну, чтобы вы понимали просто размер, вот так я встану, видите? Он очень мощный, куда-то ползет. Кстати, вот же камень-слон, и знаете, что мы поняли? Вот у нас же есть вандалы, которые все изрисовывают, это все некрасиво, по-уродски, а здесь тоже есть вандалы, которые все разрисовали, но иероглифами, и как будто бы так и должно быть. После такой активной части восхождения на гору мы идем по этим уютным улочкам города в сторону автобусной остановки, чтобы отправиться вкусно поесть в очередное место. Вот стоит отойти немного от туристической зоны, от той тропинки, попасть в дворы, где дома местных жителей, и посмотрите, какой кадр мы выстроили. Сзади это башня, Очень красиво. а вокруг жизнь местных. Главное не шуметь, здесь прям так тихо-тихо. После башни 101 и горы Слон мы проголодались и отправились туда, где готовят легендарные димсамы. Когда мы были на Филиппинах, мы совершенно случайно в торговом центре забрели в ресторанчик, который приготовил вкуснейшие димсамы и пельмешки. И нам так понравилось, мы спросили на выходе, а что у вас за кухня, это китайская? Они такие, нет, это тайваньская. И оказалось, что это сеть, это огромная сеть популярнейших кафе-ресторанов, называется Дин Тай Фунг. И здесь действует такая система, то есть, как видите, огромное количество людей, в эти рестораны всегда очередь, и она электронная. Вы подходите и берете ваш номерок. А время ожидания сейчас примерно 40-60 минут. Все объявляют, как видите, причем объявляют на том языке, на котором вы разговариваете. Вот у нас английский, соответственно, будет объявление на английском. И прямо же здесь сканируете QR-код и заказываете себе еду. Не надо это делать в ресторане, вы приходите, ваша еда уже будет на столе вас ждать, и можно вкусненько поесть. Со стороны это похоже на какую-то химическую лабораторию с новыми разработками. Но на самом деле это просто ребята в халатах лепят пельмешки. Кстати говоря, об этом ресторане никто не знал, кроме подписчиков нашего телеграм-канала, потому что именно туда мы выкладывали видео из Филиппин, когда были в этом ресторане на Филиппинах. И если вы вдруг не в нашей банде, обязательно подписывайтесь на наш общий телеграм-канал и на мой личный телеграм-канал Лизончик. Вот, всех ждем, там классные видосики, живые, с реального времени. Мы прождали около 40 минут. Все, садимся. Тут уже приготовлен чаек. Такая вот штучка, сюда наливается соус. И заметьте, соуса 2. Вот. Их можно миксовать. Вот он даже подошел и показывает, рассказывает, как рекомендовано все это дело наливать. То есть по одной соевого соуса и 3 порции рисового, получается, уксуса. Смотрите, как заботливо вот такой вот тряпочкой, тканью укрыли мой рюкзачок. Это, наверное, чтобы я с собой пельмени не унес. Итак, друзья, это традиционные кьяо лонг бао. Я надеюсь, я правильно произношу. Вот такие вот, ну, как пельмешки, да? Внутри у нас свинина и целая инструкция, как их есть. Первый шаг мы уже сделали, это налить соус. Второй шаг следующий. Мы берем ложку, аккуратно берем, чтобы не проткнуть пельмешку, кладем на ложку. Дальше мы палочками протыкаем дырочку, очень такое тоненькое тесто, мы протыкаем, чтобы сок вытек. Сок вытек, и сначала пробуем сок. Очень аккуратно, потому что горячий. Это просто потрясающе. Просто потрясающе. Потом можно съесть саму пельмешку.
Эта пельмешка буквально растаяла у меня во рту. Она такая немножко солененькая, вкусная. Вкус непередаваемый. Это очень вкусно. Вы спросите, зачем нужен соус соевый? Это для второго варианта поедания. То есть можно здесь ничего не разрывать. Можно прямо вот эту пельмешку вот сюда вот окунуть в соус. Вот так вот тестом. Сверху потом положить так вот имбиречка. Он такой, видите, нежно нарезанный. Вы прямо так все это ешь. Главное, не обжечься. Это очень вкусно. Райское наслаждение. Грибочки с трюфелем. То есть суп из разных видов грибов. А я обожаю грибы. Ой-ой-ой, что сейчас будет? Будем пробовать. О да. Блин, это натуральный продукт. Обалдеть. Прям чувствуется, знаете, что нет никакой химии. Чисто микс разных грибов в одном супе. И вот эти вот маленькие. Обожаю. Я нашел свой любимый суп. А у меня супчик с вонтонами, с креветками. Вонтоны — это те же самые пельмешки, только водные. И в них креветочки. Это у нас с грибочками приехали дамплинги. О, красота. О, двойная порция. Мне кажется, будет очень интересно сравнить именно вот такие вот вареные пельмешки, вонтоны, с дамплингами, потому что они тоже с креветками, но они уже сделаны на пару. Получается такая натуральная пельмешка, а внутри только креветка, и все. Очень вкусно. Давайте попробуем с грибами. Опа. Короче, самое вкусное с курицей. Самый сочный с курочкой. У нас получилось 1300 тайваньских долларов. Оплатить можно картой. Thank you. Сытость не мешает нам продолжить исследовать город. И мы отправляемся в музей Императорского дворца. Но здесь нам недостаточно метро, потому что дальше ветка это автобусная, и нам, кстати, понадобится та же самая карточка. Мы на нее денежки положили. Сейчас, видимо, зайдем в автобус. Кстати говоря, там табло электронное. Видно, когда отправляются автобусы, рейсы. Приложим и помчим в музей. Кстати, автобус неплохой. Такой весь разноцветный, пожалуйста. И нам даже нашлось местечко, чтобы присесть. Место, конечно, Места маленькие. место для одного человека. Или для одного большого жирного. Для одного тайваньца. Мы приехал два жирных русских и теснимся здесь. Ну что, друзья, добро пожаловать в музей Императорского дворца. Или он еще известен как Национальный дворцовый музей. Это настоящая сокровищница китайского искусства и культуры. Здесь хранится одна из крупнейших коллекций китайского искусства в мире. Более 700 тысяч экспонатов, охватывающих 5000 лет истории. Многие из этих сокровищ были вывезены из запретного города в Пекине во время гражданской войны и спасены от разрушения. Музей огромен. Экспозиция размещена на 3 этажах, где расположены тематические залы. Можно увидеть тончайшие изделия из нефрита, древние бронзовые сосуды, свитки с каллиграфией, живопись императорских династий и фарфор, которому позавидовали бы сами китайские императоры. Нас особенно впечатлил зал с фарфором династии Минь. Я просто в шоке от того, какое огромное количество людей приходит в этот музей, чтобы посмотреть на чашечки, на блюдечки. Но с другой стороны, я понимаю, это же реликвия, столько веков прошло. Вообще здесь 4 жемчужины коллекции, и им выделен целый зал. Но они постоянно меняются. То есть вот капусту хотели посмотреть. Видите, капусты сегодня нет, к сожалению. И лягушки его драгоценное величество, к сожалению, тоже нет. Нефритовая капуста – один из самых знаменитых экспонатов музея. Это миниатюрная скульптура, вырезанная из куска нефрита с естественными зелеными и белыми прожилками, которые мастерски использованы. Белая часть стала основанием, зеленая – листьями. На капусте сидят кузнечик и сверчок – символы плодородия и продолжения
продолжение рода. Считается, что скульптура символизирует чистоту, женскую добродетель и благополучие в браке. Ее часто сравнивают с Мона Лизой в мире китайского искусства, такая же культовая и любимая. 11 век до нашей эры, графин для вина. И все это ручная работа. Там вон слон, птичка изображены. 11 век до нашей эры. Как они тогда это делали, ребят, посмотрите. Это что, у них не было заводов. Посмотрите, какие детали. Какое внимание к мелочам. 9 век до нашей эры. Сосуд для воды. Держится на 4 металлических человечках. А сверху там какое-то животное. Это ручка из животного. Еще один шедевр, от которого просто невозможно оторваться – свиная грудинка из камня. Да-да, это не еда, а тщательно вырезанный кусок жадеита, который настолько реалистичен, что кажется, будто его только что достали из жаровни. Его как раз-таки нам и получилось увидеть. Приехать в музей, чтобы посмотреть жемчужину коллекции. Это, ребята, кусок мяса. Кусок мяса из камня. Свиной бок называется. Кстати, вход стоил 350 тайваньских долларов на человека. На выходе совершенно потрясающий сувенирный магазин. Целая вот такая вот комната, можно сказать, выделена под капусту и мясо. Знаете, здесь все различные изделия из капусты, какие только может быть, и брелки, и магниты, и кружки, и капуста из нефрита, мясо. В общем, я себе выбрала вот такую, мне понравилось, капуста и мясо. Но также много и другой сувенирной продукции. После насыщенной культурной программы хочется чего-то простого, уличного, настоящего. Тайваньская кухня – это отдельный мир, и за ее самой аутентичной частью мы отправились за пределы города. За аутентичными блюдами лучше всего ехать в Шэнькен. Это место находится немножко за городом. Мы прыгнули на автобус, доехали, и, как видите, вон там сейчас будет такая вкуснота. А может быть и не вкуснота, пойдемте смотреть. Первое, что сразу бросается в нос, это запах. Здесь повсюду готовят вонючий тофу, настоящую легенду тайваньской уличной еды. Это ферментированный соевый сыр, который варят в больших металлических тазах прямо на улице. Есть классический тофу, а есть поострее, с кимчи или острым перцем. Горячо становится от одного вида. Пахнет, мягко говоря, специфически. Интересно, каков он на вкус. Лизон, на улице вообще классная, да? Классно. Здесь такие запахи, как бы сказать, но не сказать, что вкусно пахнет. Скажем такие так, необычные. Ты сразу понимаешь, что именно здесь готовят. Экзотические запахи. А вообще очень приятно гулять. Это такая атмосфера, располагающая к прогулкам. И опять же, несмотря на дождь, все с зонтиками, все такое разноцветное, яркое. И огромное количество лавок с едой. Слева, вот это вот справа, это не сувенирная продукция, как вам может быть показаться. Это именно все еда. Очень много еды. Сама улица очень длинная, и получается первая ее часть – это вонючий тофу, а потом идет уже рынок с сувенирами, разной другой едой, есть даже игровые автоматы, куда же без них, вот чемоданы продаются, чехлы для телефона и так далее. В это место приходят, чтобы попробовать легендарное тайваньское блюдо уличной кухни – это вонючий тофу. Здесь такие ароматы стоят, вот такие вот, смотрите, вот есть в острых соусах, вот это вот тофу, вот здесь тофу. Пойдемте пробовать. Надеюсь, нас не вывернет наизнанку. С виду, наверное, когда на экране смотришь, наверное, аппетитно выглядит, да? А когда будешь пробовать, а когда здесь находишься и все эти ароматы чувствуешь, ну, честно говоря, не очень хочется пробовать, но надо. Как только заходишь на рынок, такое ощущение, что тебя обволакивают ароматы вареных носков вонючих. Как будто везде варят вонючие носки, какую-то помойку переваривают. Но когда уже так, знаете, по рынку походил, принюхался, вроде бы уже нормально. Давайте попробуем стандартный вонючий тофу. Просто вот стандартный набор. Берем тофу, накладываем себе, нальем сейчас еще сюда немножко бульончика. Из бульончика, собственно, мы с вами начнем. Итак,
Настолько ли это ужасно? Давайте пробовать. Так, на вкус. Уж обалденно вообще. Наваристый бульон. В смысле? Ну, то есть это никто не может есть, кроме Виталика. Шикарный вкус, подожди. Вы знали, какой здесь запах сейчас стоит? Я пробую тофу. Это обалденно вкусно. Короче, это, видимо, знаешь, как есть вот дуриан, и многие его не могут переносить, его аромат. Тут, видимо, когда нюхаешь, и прямо если сильно занюхать, видимо, есть какие-то ароматы вони протухшей. Но когда вот так вот и сидишь, и просто ешь, это очень вкусно. Это как будто бы какой-то вареный омлет. Мне очень нравится. Необычный вкус, но никакой вони так нет. Когда принюхался. Обалденно. Следующее блюдо на дегустации – это побеги бамбука. Как мы помним, я их сам немножко даже поварил. А просто попробуем. То есть, возможно, вырос бы большой бамбук, но его срезали в момент зарождения. Вот такой тоже своеобразный вкус. Но сразу чувствуется, что это овощ, а не мясо. Просто нежный бамбук, переваренный, размягченный. В целом тоже очень даже съедобно. То есть я такое бы каждый день, наверное, не ел, но попробовать стоит. Очень даже не дурно. А это у нас тофу такой же, но с гусиной вареной кровью. То есть вот это вот кровь, вареная, запеченная, хоть такая, знаете, цельная. Видимо, ее когда варят, она сгущается и получается с кусочками вот такими вот, видите? Вот. То есть закидываем сюда, значит, кровь утиную, закидываем сюда тофу, нальем еще жидкости, попробуем жидкость. В целом вкус такой же, а теперь попробуем тофу вместе с запеченной утиной кровью. Блин, это очень вкусно. Это обалденно. Это прям такой десерт, знаете, десерт тайваньский. Мне нравится. Я просто когда готовился к поездке, смотрел видео, там все таки фу, как невкусно. Мне очень нравится, очень вкусно. Знаете, ребята, с трудом ему верю, потому что здесь так воняет ужасно. Мне кажется, носки приятнее пахнут, чем вот это блюдо. Не Я знаю, тебе как говорю, это нужно можно просто в рот попробовать, да. То есть это нужно распробовать и войти во вкус, и сразу понравится. Прям распробовать, да? Ну, кстати, вот именно тофу я бы даже, наверное, на завтрак ел. Да как омлет, реально. Как вареные яйца. Просто жесть. Я вошел во вкус, и меня уже за уши не оттянуть. Кровь утки. Обожаю. Такая маленькая тарелочка. Прочь отсюда. Из таких маленьких тарелочек не едят такие потрясающие блюда. Хоть я распробовал, блин, так приятно. То есть ты ешь в моменте, очень вкусно, и где-то внутри такие, знаете, послевкусие, отголоски вони. Но это такая вонь приятная. В общем, это для ценителей. В целом, когда носочки свои нюхаешь, тоже приятно. Да, прям вот вообще для меня это находка, очень нравится. А само это местечко находится прямо в трущобах, если это можно так назвать. Смотрите, такие дома такие, все плесенью покрывшиеся, река, подвесной мост, и город так в облака интересно уходит. Ребята, мяу, на байках катаются. Вот такое вот место. То есть не везде здесь небоскребы, есть такие вот места а-ля деревеньки. Деревеньки, где душевно, свежо, прекрасно, чтобы ознакомиться с культурой места. После уличного обеда захотелось тишины и уюта. Мы вернулись в город и отправились в одно из самых почитаемых мест Тайбэя. В центре города находится... Так, у нас порывы ветра, мы дико извиняемся. Находится храм, который называется Луншань. И мы идем смотреть, что там находится внутри в этом храме. Сначала надо зонтик сделать, подожди. Так, давай, сейчас. Дико извиняемся. Даже в центре города есть ветер. Уже во дворе ощущается особая атмосфера. Здесь есть пруд с рыбками, небольшой фонтан и искусственный водопад. Все это сразу окунает нас в состояние спокойствия, даже несмотря на то, что рядом шумный город. Храм украшен изысканной резьбой. На крыше драконы и мифические звери, а повсюду развешаны яркие китайские фонарики с иероглифами. Внутри открытое пространство. В
В центре буддийский алтарь, перед которым люди молятся. В руках у них молитвенные книги. И под спокойную храмовую музыку все читают тексты или напевают. Очень гармоничное и спокойное место. После умиротворяющей атмосферы храма мы вновь пробираемся через энергичный ритм города и попадаем на рыбный рынок. Это место совсем не туристическое, но очень колоритное. Здесь получается такая концепция. Это рыбный рынок, есть частично живые морепродукты. Нам, к сожалению, запретили там снимать. И далее идет целый магазин. Этот магазин посвящен рыбной тематике. Там получается и суши, и разные соусы, нори, чипсы. В общем, и мясо есть еще к тому же. Есть также несколько ресторанчиков прямо внутри, то есть можно сесть. А можно, вот как мы, по-простому взять прямо там потрясающие вот такие вот наборы суш, сашими. Можно взять готовые роллы, мясо и выйти на улицу. На улице есть столики под крышей, и здесь прямо можно есть. Что интересно, здесь также есть мусорка, раковина, то есть можно это все выбросить после еды и с собой никуда не тащить. Давайте попробуем. Гункан И корочка, с красной да? икрой. У меня слюна капает, прям как будто, знаешь, из мозгов. Позади меня магазин как раз-таки. Люди там затариваются продуктами. Такой кусок огромный. Свеженькая, да? Ради разнообразия можно и так поесть. Слюна капает, капец. Свежий воздух вообще. Огонь. Недалеко от рыбного рынка есть секретное место, где можно вот так вот посмотреть. Ё-моё, офигеть! Вау! Вот это мощно сейчас было. Вот эта эмоция. И второй самолет уже поменьше. Итак, готовы? О, совсем малыш. Но все равно. Никак не можем уйти. Еще один самолет. Такой огромный, походу. Но не такой, как первый. Мощь. Блин, это круто, каждый раз мурашки. Определенно одно из лучших развлечений этого города. И в таком доступе, да, ну, буквально в городе достаточно легком доступе, да. С дороги свернулся, ты уже смотришь на зону аэропорта. Самое время сменить шум двигателей на шум уличной еды и толпы. Вечереет, а это значит, пора на настоящий вечерний рынок. Провести день в Тайбэе и не посетить ночной рынок еды – это прожить этот день просто зря. И мы прибыли на самый знаменитый среди местных и туристов рынок вечерней ночной еды. Называется он Шилин. И сейчас мы хотим очень вкусно поесть. Длинная картошка фри с разными соусами. Причем соус вот так вот сверху. То есть выбираете себе картошечку, вот такие вот порции. И прямо тут надавливаете и, пожалуйста, фруктовые шейки, любые фрукты, прямо как в тайчике. Но в тайчике вот такого фрукта мы ни разу не видели. Помимо еды на улице, также есть места, куда можно зайти, занять местечко и очень вкусно поесть. И все готовится прямо у вас на глазах, на огромной плите. Вот это клешни гигантские. И игрушки такие же гигантские. О, да ё-моё, упал. Короче, эти автоматы чисто для удовольствия. Потому что вот Bueno, например, я могу и в магазине купить. Здесь важен именно сам процесс. Людей на рынке столько, как будто только что его открыли, и никто никогда ничего не ел. Все ходят голодные. Знаменитая перечная булочка готовится в печи.
Очень быстро он ее собирает, прям не смотря, знаете, болтает, там что-то собрал, булочку положил. Сколько стоит такая? 65 тайваньских долларов стоит такая булочка. Немало, да? Просто пирожок, как самса. Внутри получается свинина и лук. И много-много перца, потому что это называется перечная булочка. А пробовать будет Виталик. Чем-то похоже, знаешь, на что? На беляш? На беляш, да. Ну хотя нет. Она острая? Есть другой вкус. Ну, я особо не чувствую, но мяса много. Он прям много мяса кладет, много зелени. Вообще классная. Только из печи получается. Блин, огонь. Такой прям дымок от нее идет. Она еще такая мягкая, хрустящая, очень горячая, видно. Знаешь, такая прям сдоба. Когда не хочешь эти макароны, какие-то там специи, просто булочка из В теста. общем, как самса, да, Да, вот да, такое что-то. Вообще очень вкусная. Мы стоим в очереди за знаменитой тайваньской сосиской в булочке из липкого риса. Я перевела, в общем, вывеску. В общем, иногда с китайского лучше не переводить. Тайваньская колбаса с образ жизни собаки. Ой, я извиняюсь. Булочки из толстой кишки написано. Очень аппетитно звучит. Вот стоим, ждем. Ой, хорошо, что здесь есть такие вот картинки, можно выбрать, какую сосиску ты хочешь. Стоит такое удовольствие, надеюсь, удовольствие, 70 местных. То есть сосиска, он там внутрь перца нафигачил, а это все получается стики райс, то есть рис. Получается булка просто не из теста, а именно рисовая булка, понимаете? Пробуем все вместе. О, какой вердикт. Но вкус необычный. Видишь, это видно рис, да? Но, То есть она именно из риса сделана. да, Это прям стики-райс. рис. Рис, да. Просто рис, стики райс склеенный. Да, с сосиской. С сосиской. И рис на гриле сделан. То есть он как-то сварен. Она горячая очень, поэтому я быстро не смог сказать, насколько вкусно. Ну, необычно. Жжет перчиком, но это вряд ли полезно. Скорее всего, она сделана из свинины. Один раз поесть так достаточно. Я буду пробовать, пожалуй, самое безопасное блюдо на этом рынке. Шарики из картошки. Очень сладкие. И обычно такие в Таиланде готовят. Они очень вкусные. И горячая, наверное, да? Все очень горячее здесь. Не острые. Просто картошка, сделанная в масле. Вкусненько вообще. Супчик из разных ингредиентов. Пишите в комментариях, съели ли бы вы вот такую вот жижу. Здесь, кстати, многие лавки упомянуты в мишленовском гайде. То есть кто-то здесь вкусный, знаменитый ел и отметил себя в путеводителе. Например, такую лавочку. Но, скажу вам, выглядит это не по-мишленски, если честно, но, видимо, очень вкусно. Причем этот суп с разными видами, получается, морепродуктов. И мясо здесь имеется, но от этого зависит стоимость. Я думаю, что нужно взять просто вот такой вот обычный супчик попробовать. Что там за вкус? Взял, короче, самую маленькую за 30. Чисто макароны. Просто попробовать, за какой вкус такой дается Мишлен. Если вы смотрите это видео, скорее всего, я выжил. Так, будем пробовать. Как будто бы макароны в слизи плавают. Лапша вот эта вот. Соленое, острое какое. Ну, вообще вкусно, мне нравится. То есть прикольный, классный вкус. И мы взяли просто протестировать, а также можно было добавить сюда креветки, там, устрицы. Острое? Но как основа, не острая. Ну, необычно, прикольно. Ну, как бы такое каждый день есть не будешь. Один раз можно. Крабы. Не знаю, тот ли это краб, но одну палочку мы берем. Стоит Да, только 80... ты не понял, он ее кинул вот туда. А, в масло ее кинул, да? Да. Боже Вот, мой. смотри. А, какой соус тебе? Salt and pepper, нори, спайси, хани или майонез? Давай нори попробуем. Давай, говори. Это самая элегантная крабовая палочка, которую я ел в своей жизни. Посмотрите, как она изящно посыпана. Вот такие палочки нужно есть под сериал. Обычно в девятке наляжешь, наберешь себе этих крабовых палочек, которые полностью из химии состоят. Хотя, возможно, тоже химозная. Просто пожаренная и красивая подача. Но очень вкусная. А нища, да?
Топово. Очень вкусно. Топ из топов. Мы взяли с посыпкой нори. Очень вкусно. Вот это грибочки здесь. Вы посмотрите, какие пни прямо на гриле. Такой даже в рот, мне кажется, не поместится. Ну, конечно же, дамплинги или просто по-нашему пельмешки вон там на пару готовятся. Chicken fingers, друзья. Пробовали пальчики куриные? Вот, пожалуйста, в разных соусах. Здесь можно эту красоту отведать. И это вам все приготовит эта вот прекрасная девушка в масочке. Блин, это же кальмары. Я обожаю кальмара, я уже объелся. Причем такие гигантские, просто вообще огромные. Покупаешь кальмара, тебе его ножницами разрезают и в стаканчике выдают. Йоу, вы посмотрите, сколько пельмешек. Их сначала вот здесь отваривают, а потом в масле жарят. Получаются жареные пельмени. Кстати, очень популярный вид развлечений, потому что я бы это назвал именно развлечение, а не еда. То есть, знаете, протестировать. Есть томаты. Томаты, политые сахаром. То есть плавленый сахар, потом он застывает, и получается томат в сахаре. Дальше у нас идет виноград в сахаре и клубничка в сахаре. Омлет с креветками. Вот, пожалуйста, яйца. Все разбивается с молочком, перемешивается в блендере. И вот здесь готовится омлет с креветочками. И сыром. И получается вот такие вот штуки. Ну-ка. На выходе вот так вот смотрится. Для товарищей алкоголиков, если вдруг вы думаете, что здесь нечем подкрепиться под градусом, то что, пожалуйста, вот выбор очень хороший. Есть даже вот такое тайваньское пиво в бутылках и в банках. И цены на пиво вам. 58 маленькая бутылка и 100 большая. А это похоже на бычьи яички. Это тайваньская сосиска. Я дико извиняюсь. Из бычьих яичек, наверное, скорее всего. Ну и, конечно же, друзья, вонючий тофу имеется и на этом рынке. Тоже можно его отведать и не отравиться, главное. Причем мы такие идем, до конца рынка доходим и чувствуем этот аромат. Ты его не пропустишь. Запах ни с чем не перепутаете. Вот представьте, вот суп, который скис, и вы его достали из холодильника и пытаетесь сварить. Вот это метров за 100 до Просто места нереально. уже попахивает. Как написали в комментариях в нашей телеге, так красиво разложить кишки, разные яички, пальчики. Это нужно иметь талант. Здесь даже есть специальные коляски для собачек. Но, ребята, остерегайтесь, если вы вдруг просто возьмете что-то попробовать и не будете это доедать, выкинуть это будет некуда. Я называю это проклятый стаканчик лапши, потому что я с ним теперь хожу весь вечер. Мусор-то нет. А далее мы попадаем в игровую зону с огромным многообразием развода на бабки. Также здесь можно поиграть в игры, лопнуть шарики и выиграть игрушки. А здесь играют в маджонг. Возможно, на призы. И вот какие вероятности есть. 2 победы из 3 – 200. Из 5 сражений – 500. 4 победы в 7 играх – 700. И, видимо, на эту сумму выигранную ты выбираешь себе игрушки соответствующие. Идеальное место, чтобы прикупить себе вот такого вот чая в подарок для своих друзей, родных и близких. Все красиво упаковано. Попробовать Ой, даже уже, дают, да. смотри, попробовать. Melon Ну-ка, tea. давай. Из дыни получается. Дынный чай. Очень необычный. Он как желе. Да, очень необычно, попробуй. А, мне свой уже дали. Thank you. Ну, кстати, да, действительно. Видите, такая желешечка. Вот какой-то фруктовый чай с мякотью. И получается, берешь 5 штучек, а одну получаешь в подарок. Вот такой вот чай. Ну, получается, вот так вот ферментирован в такие кубики, смотри. Ну да, то есть кубиками, видно, вот эти прям кубики, на чашку. кладешь их в воду, они как бы разваливаются, растаивают в кипяточке, и получается жижа. Тут у нас шарики вот такие вот бросают, они отскакивают, и после отскока должны попасть в стаканы. Соответственно, чем больше ты закинул стаканчики вот таким образом, тем больше игрушек ты... Ох, сколько здесь много разных игрушек. Так, развела пупсика на игру, сказала, выиграй мне большую куклу, огромную. Так, Короче, дается три вот такие вот коробки за 200. За 200. 3 коробки за 200, и все. Ну, можно стоя, Можно стоять, да. 3 шара уже в подарок дается.
Нужно давай, нежно. О, ты попал. Давай, пупсик. О, попал, еще один шарик. Вот. Просто космос. Еще попал. Вася, сосредоточься. Yes. Это всего лишь одна коробка, прикинь? Ты говоришь, поспеши, поспеши. У меня вот раз еще и такая коробка. Я не сказала спеши, я сказала сосредоточься. Ты попал. Я тоже решила кинуть шарик. Ой. Не попала. Смотрите, как мало мы. 3 корзинки просто. Какой вывод? Этот дед косой. Не-не, это развод. Последний, золотой. Последний. Трехочковый, просто. Сколько ты там сделал? Виталик попал 25 раз, и мне дали гарантированный приз. Это шопер вот такой вот милый я выбрала. Сказали по секрету, если еще раз сыграть, неважно, сколько ты попадешь раз, можно выбрать любую игрушку со стены. То, что ты ее как бы купишь. О, а здесь у нас маленькие рыбки, но их также нужно самостоятельно поймать малюсеньким сачком. Сколько много вот таких вот малюсеньких автоматов. Это получается пинбол, да? Пинбол. Получается, да. То есть шарики берешь, и что-то нужно тоже, видимо, как-то загнать их куда-то. Не, ну В цель. И, естественно, за все это тоже дается подарок, приз. Какое интересное развлечение на этом рынке. Чтобы вы понимали, там плавают креветочки, маленькие креветочки. И ты садишься вот так вот таким образом. Тебе выдается самодельная такая удочка в виде палочки. И ты ловишь этих самых креветочек. Потом их кладешь в ведро. И все это готовится вон там вот на мангале. То есть сам поймал, но не сам приготовил, и потом идешь по рынку, гуляешь и ешь. И стоит это 100 тайваньских долларов за игру, а гриль бесплатный. Ловить можно до тех пор, пока не порвется леска. Живыми насадил на палки и кладет на гриль. Найдена мусорка. Юху! Прикиньте, весь мусор. Единственная мусорка на рынке. Вы спросите, куда делся суп? Мы его просто отдали обратно. Вашему вниманию, самая большая курочка в мире. Ё-моё. Это сколько же она весит? Она очень горячая и тяжелая. Это ты перед сном ешь, да? Какая сочная курочка внутри. Очень вкусная, в меру соленая. Тесто потрясающее. На ночь самое то. Меню в этом ресторане. Вонючий тофу, суп из крови свиньи, кишки с супом и макаронами. Как и в Японии, здесь очень любят стоять в очередях. Вот, например, вся эта очередь просто за курочкой. На Тайване нет проблем с оплатой картой, везде принимают безнал, очень удобно, но при этом наличка все равно нужна. Мы поменяли немного валюты в аэропорту и дальше снимали все с карты. Можно снимать в 7-Eleven, в Family Mart и официальных банках, в целом банкоматов много. Но имейте в виду, что обменники встречаются не везде. Карты российских банков здесь не работают, поэтому для того, чтобы удобно путешествовать и вообще свободно себя чувствовать по всему миру, нужна карта иностранного банка. В описании мы оставим контакты проверенных ребят, которые помогают открыть счет в надежных и удобных банках СНГ. Они это делают полностью удаленно, и мы сами пользуемся такой картой. Она идеально подходит для путешествий. Можно оплачивать покупки в любых магазинах, Booking, Airbnb, бронирование автомобиля, авиабилеты. Все работает как часики. И по промокоду «Своим ходом» сейчас действуют приятные весенние скидки. Обращайтесь! Кстати, если вы думаете, что мы успели все за один день, нет. В Тайбэе мы провели 5 дней и успевали все благодаря отелю рядом с метро и автобусными остановками. Живем мы прямо в центре города, в центре столицы. Вот название отеля. Представительский люкс для моего пупсика. Сразу сходу обзор номера. Он в традиционном японском стиле. Огромное зеркало прямо напротив кровати. О май гад. Это же прям для меня. Я всегда так хотел. Посмотрите, какие тумбочки крутые. Обалдеть. Все как будто бы какое-то произведение искусства.
Очень круто смотрится. Как думаете, что это такое? Это такая вот элегантная деревянная напольная вешалка для одежды. А вот это рабочее место, это же замочная скважина в дворец. По стоимости за все это у нас вышло 9700 рублей за одну ночь. Это все, между прочим, с завтраками. Здесь у нас такая вот душевая, гели, шампуни, туалет. А тут, посмотрите, какая красота-то слева. Это же огромная ванна, вот такая элегантная. И знаете, что? Прямо напротив зеркала. Для меня номер. Изголовье кровати. Вы посмотрите на эти изыски. Это ж сколько такая кровать стоит? Все ручная работа. Рядом с нашим отелем находится небольшой, но очень уютный вечерний рынок еды. Таких рынков здесь много, и сегодня мы будем очень вкусно кушать вечером, прямо перед сном. Здесь не только, между прочим, тайваньская кухня, есть и другая. Это у нас вьетнамская. И посмотрите, как здесь все делается. Приходите, вам выдается вот такое вот меню, и вы должны вот здесь вот карандашиком, берете карандашик и вот так вот выбираете, что вам нужно. Потом они все это стирают. В общем, вы даете им на кухню, и вам прямо к столику все это принесут. Столик у нас прямо на улице. Вот так вот садимся. И, как видите, первая порция – это вот такие вот спринг-роллы и огромная тарелка супа. Получается суфобо. Раз Вьетнам. Фобо, да. Пожалуйста. Здесь выбираешь все палочки, ложечки. Давайте покажу. Смотрите. Сейчас вот сверху это все мясо. И тут внутри огромное количество макарон. Все это в бульоне и с большим количеством зелени. Аппетитно и питательно. Я понял, что только что оскорбил суп вьетнамский. Это не макароны, это лапша. Если вы вдруг еще ни разу не ели спринг-роллы, ребята, обязательно. Натурель продукт. Там получается и огурчик, и салат, и лапша, и мясо, и креветка, и лист салата. И все это вот так вот окунаешь в этот соус. И просто с удовольствием запихиваешь полностью в рот. Но неважно, где вы живете, в Тайбэе везде движ. Один из самых популярных и молодежных районов Тайбэя считается район Симэнь. Очень шумный, живой, такой, знаете, мощный. Самая здесь большая концентрация магазинов, разные развлечения. Давайте вместе погрузимся в эту обстановочку. На этой улице очень много сувенирных магазинов. Наконец-то можно купить магнитик и открыточки. А какое здесь огромное количество чехольчиков для AirPods. Какая милота! Космическая тематика есть, смотри. Умеют делать деньги, да? Вроде бы AirPods как бы недешево стоят, а к ним еще чехольчики прикупи. А вот такой есть, смотри, в виде пульта. Прикольные, да, очень красивенькие. А какие штучки под стаканы. Вот так будет смотреться. Ну, классно же, да, чтобы в руках не носить. Вот прямо за стеклом можно смотреть, как лепят эти знаменитые пельмешки. Все здесь упаковывают, и можно вкусно поесть. И, как видите, желающих хоть отбавляй. Я так понимаю, что здесь можно попробовать какое-то мороженое в виде для особых гурманов. А также большой выбор вкусняшек, которые я вижу впервые. Если бы я был сладкоежкой, наверное, я бы здесь все скупил. Я раньше, конечно, им был, но сейчас перестал. Правильное питание, все дела, ну вы в курсе, да? Но смотрится все это очень аппетитно, такое все яркое, в сахаре, в варенье каком-то, в шоколаде. А вот, собственно, и чики в коробочке. Здесь вот такой вот можно розовый купить и вот облизывать его, клубничный. С молочным. Можно вот такой вот зелененький взять. Матча. Это афроамериканский. Это, не знаю, Мьянма? Что это? Взяли себе клубничный вкус, Стоит 160 местных. И получается, открываю вместе с вами. Смотрите, О май гад. ой. Ё-моё, слушайте, а он этот тяжеленький такой. Ты как будешь вот так? Извините, как ты? Я съем очень быстро. Специфический вкус. Сомневаюсь, что это полезно. Не знаете, даже не сказал бы, что это вкусно. Похоже на
воск от свечи, в который немножко добавили вкуса клубники, который Есть, еле-еле можно слышно. вообще? Ну, очень странно. А там внутри какая-то палочка Твикс, что ли? Короче, бред полный вообще. Вообще невкусно. Я бы сказал, безвкусно. Чисто для контента. Это не мыло случайно? Не-не. Знаменитый Bubble Tea был изобретен именно на Тайване в 1980 году, и мы зашли его попробовать. В такую обычную простенькую кафешку, которая специализируется на именно этом Bubble Tea. Взяли самый оригинальный вкус. Что интересно, можно выбрать уровень льда, можно вообще горячим сделать, и можно выбрать уровень сахара. Стоит вот такой стакан 80 тайваньских долларов. Честно говоря, не помню, когда мы такой чай пробовали, и пробовали ли мы вообще его. То есть, грубо говоря, чай с такими шариками желейными. Если простыми словами писать, давайте попробуем. О, понеслась. Блин, ну необычно. Вот, видишь? Это все шарики. Слушай, ну прикольно, реально. Это как будто индийский чай с молоком, но ты не просто пьешь чай, ты еще как бы развлекаешься, занимаешь чем-то рот, и такой шарики эти пожевываешь. О, это же бензоколонка Тексака. Она была в «Назад в будущее» во второй части. Обалдеть, это же сколько лет ей. До сих пор сохранилась, установили. Просто на входе в отель какой-то стоит здесь, красуется. Ты же когда-то работала. Когда-то работала, да. Но лучше, конечно, на эту улицу приезжать вечером. Как видите, огромное количество людей. Ты просто как в потоке реки, как рыба вот так. Везде какая-то суета. Горят неоновые надписи. Все так красиво, ярко. Суета, приятная суета. И очень вкусно пахнет, между прочим. Зазывалы местные. Вот с такой табличкой ходят. Опа, а там какой-то борщ тайваньский. Опа. Это же дуриановый ежик. Ну и, конечно же, не обходится без игровых автоматов. Что, мы что ли? Телеку показывают. Всем привет, мы канал Своим ходом. Подписывайтесь. Мы известные блогеры. Суперзвезды. Какие экстравагантные наряды для дам. В женском магазине специально нанятый песик. Вот такой вот припудренный, подстриженный для привлечения клиентов. Он с рюкзачком на спине. О, И он, между прочим, звезда, красавчик. у него даже Инстаграм есть. Да, вот смотрите, у него свой собственный Инстаграм. Так, а что у нас здесь происходит? Какая-то буддистская музыка, что ли, играет? И ребята прямо вот так вот почти на проезжей части медитируют. Уличные музыканты исполняют. Зашли в магазин с обувью. Честно говоря, в Здесь шоке все от цен. кроссовки. Цены как бы, ну, нормальные, адекватные. Ну, 100 баксов. Например, смотрите, вот такие вот, да? Красота. Красота. Стоит 3300 местных. Есть вот такие вот модные. Палладио. 3500 уже получается. Вася, ты не хочешь вот эти померить? Мне себе? кажется, если у нас такие, знаешь, не на Валберес закажешь, они будут стоить 15 тысяч рублей, наверное, Это минимум. да. А вот, кстати, асиксы, смотрите, по цене 1600 местных. Вот такая история. Так, 2600-200. Человечек не удержался, уже мерит сидит. Главное, ходили в торговый центр, кроссовок не нашли. Конечно, зачем в торговом центре кроссовки? Оказывается, магазин не паленый. Купила себе кроссовочки, 100 баксов. Еще есть такс-рефанд. Чтобы не сойти с ума от ритма города, обязательно пропишите себе хотя бы массаж ног. Первое, что хочется отметить, это то, что вот в этой ванночке ноги уже минут, наверное, 5, то есть не как в Тае. В Тае быстренько на скорую руку помыли и на массажный стол, потому что потом, а здесь ноги отмокают в соли. Сейчас они все размякнут, и потом уже будут нам постепенно делать массаж. Кайф же, да? Ой, как это приятно, ребяточки. Так что делают, видите, в перчаточках. Специальный там у них крем. И так сильно надавливают. Человек уже в полном астрале. Это был очень крутой массаж. Понравилось, обалденно. Потом еще горячими полотенцами. После массажа уже оборачивают ноги. Аж обжигает.
А еще Тайбэй – это настоящий кладезь тематических кафе. Здесь есть заведения с кошками, собаками, а также с альпаками, с которыми можно сфотографироваться и погладить. В другом кафе можно посидеть рядом с настоящими сурикатами. Есть даже туалетное кафе, где блюда подают в миниатюрных унитазах. И Барби-кафе, в котором все в розовом цвете и в стиле кукольного домика. Еда в Тайбэе – это путешествие, которое может никогда не заканчиваться. Если вы досмотрели до этого момента, то и сами поняли, что в Тайбэе еда – это не просто процесс, а настоящее искусство. И если вам кажется, что мы много ели, так оно и есть. Здесь каждая трапеза – это возможность попробовать что-то новое и уникальное. Мы успели попробовать не только свежайшие суши в японском ресторане, но и хумус с лепешками в индийском. Вкус Индии. Но выпуск не резиновый, поэтому пора отправиться за пределы города и посмотреть на красивые места в окрестностях Тайбэя. Чтобы добраться до окрестностей Тайбэя и насладиться красивой природой, мы арендовали себе скутер. Стоит, ребята, 2000 местных тайваньских долларов, а депозит, внимание, 10 тысяч. Депозит, просто депозит. То есть с карты его списали, заморозили и типа через 3 недели должны вернуть обратно на карту. Есть, конечно, варианты вот такие вот поменьше, это будет подешевле, но мы решили, раз уж берем на один день, нужно прокатиться мощно, сочно и взяли самый большой, который имелся. Как чоппер какой-то, такой дюнь-дюнь-дюнь-дюнь-дюнь-дюнь-дюнь. Залетай, погнали. Мне кажется, прокатиться по Тайбэю на байке это дорогого стоит. Есть даже специальные отдельные полосы для байков. И на скоростных шоссе получается очень комфортно ехать. Ну, в целом нормально. Вроде бы чужая страна, как бы необычное движение, все на китайском. Главное, Очень интересные правила для езды на дорога байке. чистая, такое все красивое. Мне нравится. Главное никуда не гнать. Это Едешь 40-50 максимум по кайфу. Пожалуй, главное отличие – это повороты налево для байков. То есть вместе с машинами нельзя повернуть налево на байке. Нужно проехать по правой полосе и встать вон туда в квадратик перед пешеходным переходом. Ну, местами город напоминает прям азиатские такие крупные города. Бангкок, Куала-Лумпур, даже остров Пхукет. Такое, да? Все яркое, куча байков, все ездят. Пешеходы идут прям по дороге. Family Mart, 7-Eleven. Вот. Чисто такой азиатский колорит. Ездить одно удовольствие. Сегодня нас ждет поездка в горы, в живописнейший парк с горячими источниками, пешеходными тропами и крупнейшим спящим вулканом Тайваня. Ну а начинаем мы наш путь на смотровой. Смотровая на весь город Тайбэй, который уходит далеко за горизонт. Обалденно можно оценить здесь масштабы города Тайбэй. Итак, райончик Бейтоу. Это термальная долина, и знаменита она прежде всего своими горячими источниками. К сожалению, самый популярный сейчас закрыт, но можно остановиться в отелях прямо здесь, пожить и купаться в горячих источниках. Горячие ванны чем-то напоминают Японию, ансены и вот эта вот вся такая вот атмосфера купания. Для туристов открыта целая термальная долина. Все вот так вот бесплатно. Можно сюда подойти. Это самый старт. Помыть здесь руки, умыть лицо. И вот как раз таки написано «Горячая долина». Помоем руки в термальной воде. О, горячая! Горячая? Да! Уж такая чистая, да? Немножко пахнет сероводородом. Искупаться даже захотелось здесь ванну принять. Купаться нельзя, хотя бы так Жалко, поплескаться. людей очень много. Так, ну-ка. О, вода вообще. Это как в Исландии мы когда были.
Обалденная, горячая. Далее на входе вот такой вот ресторан, где можно после жары холодного чайку выпить, сувениров прикупить, ну или отправиться дальше по тропинке. Знаешь, что я заметила? Дождь, солнце светит, все равно все с зонтами ходят. Вау, смотрите, это ж целое задымленное озеро. Смотрите, как вода испаряется, потому что очень горячая, смотрится эффектно. Как будто там какое-то лохнесское чудовище живет, сейчас вынырнет. Маршрут сделан вокруг вот этого серного дымящегося озера. Понятное дело, здесь никто не купается, но как красиво, да? Такие под дерево перила красивые. Дымится бирюзовое озеро, солнышко светит, зелень, птички, слышите, поют? Обалденно. И пахнет. Ну, пахнет сероводородом. Тухлыми яйцами, да? Ну, тухлыми яйцами, да. Скамеечка любви. Видите, такие наклоны? И Понял? типа Ну, тебе нужно сесть, люди садись. соединяются. Ну, тебе нужно сесть, садись. О, реально, Давай. скамеечка любви. Написано на указателе, что это дерево айва. Так это же Заватара. Нужно к нему приложиться и узнать в будущее. Обожаю такие места. Коротко, быстро. Посмотрел, пофоткался и пошел дальше. Еще и бесплатно. Вообще, супер. Опа, смотрите, значок. Нельзя мыть ноги в реке. Что за кошмар. А вот здесь уже можно опустить ножки в большой резервуар, искусственно созданный с горячей термальной водой. Это место находится буквально в 2 километрах от предыдущего, где ноги нельзя было мочить. Но кроме ванн с горячей водой можно вот так вот прогуляться и насладиться видом на какой-то карьер. А вон там в конце на горизонте мощные клубы пара выползают из-под земли. Наверное, там лучше не купаться. А кто-то в эти места приходит пешком. Тут много местных жителей, они вот так вот, видимо, на выходные берут палочки и погнали по горам, как козлики. Товарищ Богомол очень медленно переходит дорогу, не спешит никуда. А товарищ Елизавета спасает Богомола и уносит его с проезжей части. Можно сказать, что сегодня мы купили экскурсию по геотермальной долине и парку. Вот так вот катаемся по дорожкам от локации к локации. Все находится, в принципе, близко друг от друга, где-то 2-5 километров. По дороге нам попадаются интересные живописные места. Там здесь у нас проход через арочку с китайскими иероглифами. Изысканная плиточка, сквозь прожилки которой проросла травка. Прекрасные камни, заросшие зеленью. Красная беседочка, эффектно укутанная зелеными красками. Покрытые мхом мосты через реку. И эффектный подъем к водопаду. О, да это же камень в виде грибочка. Вот это да! Какая красотища! Такое впечатление, что это какой-то нетронутый лес, земля аватара. Такие камни. Очень красиво, живописно, зелено, свежо. А глобально мы приехали на территорию вот такого вот парка. Вот его название и масштабы в целом такие нарядные. Только вошли в парк, а уже какая красота. Горы, как все ухожено. Клумбочки, зеленые газоны. Люди вот так вот гуляют. Здесь справа протекает небольшая речушка. Ну, по первым впечатлениям, вот эти вот парки зеленые, ухоженные, как будто бы где-то в Японии гуляешь, да? Если так сравнивать, да? Очень похоже на Японию. Я думала, ты скажешь, эти все парки как будто для пенсионеров. Почему? Ну, чтобы они гуляли больше. Вы сейчас поняли, ребята, это был намек на то, что я дед. В парке больше всего внимания людей и туристов привлекают вот эти часы. Вроде бы красивые, но говорят, что сейчас они не супер зеленые, разноцветные. Вот тоже нормально. Поднялись на второй ярус парка, а здесь уже знакомый товарищ Чан Кайши восседает на троне. Ути-пути. О, убежала белочка. Здравствуйте. Ой. Как вас зовут? Йоу, какой эффектный храм.
сквозь ступеньки и зелень. Смотрите, как в кино просто картинка. Вот это кадр. Это же супер пальма. Знаете, как в играх есть супер босс, а это мы путешествовали по миру очень много лет и нашли супер пальму, которая не похожа ни на одну из пальм, которые вообще мы видели за все время наших путешествий. Согласна? Очень красивая. Топчик. Как павлин. При аренде байка парень нам сказал, что байк огромный, и такие байки ставить нужно на парковку, где автомобили. То есть типа, мы не имеем права ставить этот байк на маленькие парковочные места для байков. Очень странно, но он как сказал, мы так и делаем. А вот чтобы выехать дальше и поехать, нам нужно расплатиться за парковку. А слушай, ты оплатила, получается, прям карточкой, которой мы в метро катаемся? Да. Да ладно? No. Фига, прикольно. Серьезно? То есть это карточка, которую мы катаемся на метро Вот здесь? и на автобусах, можно оплачивать Number. парковки. Which number? И мужичок еще, да, нам помог местный? Очень добрые люди. Говорит, мы первый раз это делаем. Он вообще говорит, за байк платить не надо. Да. Потом, смотрите, мы то есть берем наш номер мотобайка, вот он, да? Только номер, без букв. Вводим цифры 9093, и Да. там отображается фотография, что мы заехали. Да. Там, если что, есть английский язык, просто он китайский выбрал для себя и все на китайском делал. А далее, это что на нашем пути? Смотрите, какая арка. И здесь кофейня по дороге на водопад. То есть нам с вами нужно будет вон туда пойти, сквозь эти арки, окутанные листвой. Слушайте, как будто кино какое-то, да? Нет, Смотри. это как будто игра Uncharted. Uncharted точно. Но сначала хочется отведать кофе с потрясающим видом. То есть можно сесть вот здесь вот с кондиционером и вентилятором, а можно выйти вот сюда на улицу и вот посмотрите, что я вам покажу. Вот это да! Панорамный вид на город. Видно Тайбэй, потрясающе. В дымке такой солнечный. Латте в эту жару с прекрасным видом. Что может быть лучше? Я уже готов идти к водопаду. Вот обожаю, когда продуманы перила, как минимум, вот эти вот всякие парки национальные. Знаете, как это сделано? Как все это идеально вписывается в природу. А вот и он, водопад. Но самый кайфовый вид на водопад должен открыться чуть ниже. Меня так кайфует эта зелень, такая густая, такие насыщенные зеленые, темно-зеленые цвета. Ну, честно говоря, обычный такой вид. Получается, озеро образовалось от водопада. И это нижний ярус. Вот он такой. А который сейчас я вам показывал, он там чуть выше, но отсюда его не видно, к сожалению. Но зато это, видимо, идеальное место для отдыха. Как видите, вот местные прямо на мосту садятся на стульчик и кайфуют, смотрят на водопад. Зацените лестницу. Это как декорации к фильму. Ну вот как можно так эффектно зарасти зеленью? Обалдеть, красота. У меня такое ощущение, что мы сюда с тобой вообще одни поднимаемся. Потому что, ну как может такая зелень быть и не вытоптано ничего? Обалдеть. Неужели местные ребята настолько ленивые? Будьте осторожны. Очень опасно и можно подскользнуться и улететь. Мы поднялись прямо до верхнего моста. И здесь люди сидят, чилят, принесли термосы, пьют чаек. И вот так вот на лавочку садишься, смотрите, да? И медитируешь с видом на водопад. Гонять на байке в Таиланде, на Бали, это, конечно, одно. Да и плюс это просто взял, арендовал, а здесь всего лишь одна контора мы искали на весь город. И когда ты тут едешь на байке, все местные пешком гуляют, чувствуешь себя по-особенному, как сказать-то, крутым, да? Типа такой крутой путешественник, знаете? Как-то гордишься собой, что ли, даже не знаю. Вот это я понимаю, автобусная остановка, эффектно.
запарковали байк, очень долго ехали, везде машины, все понатыркано, но как круто, когда ты арендовал байк. А это Маша, смотрите, из сказки. Смотрите, как она переоделась, смотрите, под место подготовилась. О, кроссовочки сняла, платье надела, платочек У и Маши пошла. сгорают проборы. Приборы? Да, и приборы тоже. Да, конечно, местечко, видимо, очень излюблено местными жителями, потому что туристов я тут пока вообще ни одного не вижу. Я так понимаю, что у нас время обеда накрывается, Лизон, с тобой медным тазом, потому что все эти вот кафешки, посмотрите, все занято полностью. Видимо, вот здесь будем питаться, в забегаловках таких уличных. Наелась? Купил жене колу поесть. Тут продается кола. Стоит 20. А поесть не вариант, все занято. Объевшись кока-колой, мы отправляемся собирать цветы. Вот видите, мужчина идет с букетом цветов, которые называются каллы. Именно они нам и нужны. Ходят слухи, что можно походить по какому-то полю за определенную плату и пособирать эти цветы. Я вообще не люблю сравнивать, точнее, я люблю сравнивать, но вы в комментариях пишете: ребята, не сравнивайте, все уникальное. Согласен, все уникальное, но что-то мне здесь напоминает остров Бали. Тропиночки, деревеньки, имеются указатели. Пойдешь вон туда, вот такие цветы найдешь. Пойдешь вот сюда, вот такие цветы найдешь. По дороге из развлечений есть такие вот кафешечки. То есть, смотрите, платите 150 местных человека и заходите на территорию. Видите, там все в цветах красиво. Мы там можем пофотографироваться. Ого! Мы нашли, вы посмотрите! Это огромное поле с этими цветами. Как красиво здесь. Это звучит как какая-то мечта для девочки, да? Собрать цветы самостоятельно. Итак, что мы видим? 100 местных тайваньских долларов с человека, чтобы зайти в сад, наслаждаться цветочками и делать фотографии, и можно собрать 6 цветов. Так, походу здесь нужно разуваться, чтобы эти цветы собрать, потому что в кроссовках как бы вот сюда не будешь вставать. Я поняла, почему такая стоимость. Посмотрите, как все общипано с боков. Да. Чувствуете, да, так разводничок небольшой. Но у меня есть муж, за которого заплачен вход, который мне сейчас добудет 12 прекрасных кал. Короче, 11. короче, все сюда 12. приходят, деньги платят, но не все готовы как бы в центр туда окунуться, чтобы сорвать цветы. По бокам все общипывают. Уля-ля. Чего не сделаешь, Excuse me. чего не сделаешь ради жены. Уля-ля. Ага, чего не сделаешь ради жены, а за кадром? Я не пойду. Сама иди собирай свои цветы. Зачем контору палишь? Чуть А не потом понял. такой, опа, кроссовочки снял, смотрите, штанишечку закатал. О, какая там прям глина, так, ё-моё. То есть глубина воды вот до сюда, а дальше, смотрите, проваливаешься в такую глинищу жесткую. Капец вообще. Господи, боже мой, там пиявок, надеюсь, нет? Надеюсь. О, смотри. Вау! Как круто! Чпок. Слушай, как они элегантно, они прям выскакивают. Знаешь, как по маслу. Два уже есть. Вась, ты как будто создан для работы на этом поле. Я Так красиво! Я твой раб из Аура. Первый букетик у меня готов. 6 штук. Но по идее мы можем 2 по 6, но тогда будет число четное, а нельзя. То есть нам осталось собрать вторую партию не из 6 цветов, а из 5. Только первый у нас из 6. Теперь я понимаю, почему там в реке все ноги мочили. Потому что ноги у всех вот такие вот, понимаешь? Господи, смотрите, как чертила вылез. Зато смотрите, какой мужчина элегантный. С букетом цветов. Красота? Красота. Второй букет, ребята, уже как по маслу. Ой. Дико извиняюсь. Ну ладно, бывает такое. Нужно снизу брать. О, видите, как они выскальзывают? 4. И да. 5. Ну-ка, дай мне этот букет. И смотрите, как все смотрится вместе. Вот так вот складываем. Вот она, красота какая.
11 штук. О да, слушайте, даже мне понравились. Цветы потрясающие. А представляете, дамы, если вы сюда приедете, как вы кайфанете от вот такой природной красоты. Они так пахнут вкусно. Спасибо, пупсик. Самый лучший муж. Собрал такую красоту. Это была проверка на любимого, потому что, оказывается, тут была аренда резиновых сапог. Мы все-таки попали в самый топовый ресторан. Лиза уже уплетает курочку, народ рассосался. А обязательно запомните его название. Топчик. Можно, конечно, было сесть вот здесь внутри, но мы предпочитаем сидеть на свежем воздухе. Вот такие здесь шикарные яркие столы. И скромный обед тайваньской кухни. У нас сегодня курица, белая курица, она называется, половина целая. Стоит И рис. 500 местных такая порция. Короче, курица огромная, просто это вот. Да? Целая курица получается. Кстати, она очень вкусная. В общем, она не горячая, она холодная, вот с такой кожей, На посмотри. желе похоже. Да, кожа вот так отслаивается. Она очень необычно приготовлена. И с соевым И соусом, она да? Не просто соевый соус, какой-то сладкий соус терияки. Очень вкусная. Короче, дарите женщинам цветы и кормите курицей. Мы едем дальше, вкусно поели, но чтобы вы понимали, это все до сих пор парк. Это огромная территория, то здесь вот машины ездят, много разных остановок. Мы, наверное, все-то не покажем, но как бы основные красивые места вот постараемся за день сделать. Но здесь в целом можно и 3 дня провести. Ехали и доехали после обеда еще к одному месту, но нужно подняться наверх. Вот там запарковались, Я еще не поднимаемся. поняла, как я в платье здесь оказалась. Я просто приехала на локацию. Пофоткаться, да? А оказалось, что, смотрите, нужно вон туда, вверх, идти, где-то километр. А многие писали в комментариях в телеге нашей: зачем вы поехали на Тайвань на месяц? Там совсем нечего делать. Ребята, это мы еще с города не выехали, а уже столько всего. У нас впереди целый остров. Такие клубы пара вырываются на поверхность гор. И в очередной раз подванивает тухлятиной, да? Немножко есть такое. Зато виды красивые. Подтухлые ароматы. Йо, так это нам с вами еще вон туда подняться. Вот смотрите, на самый верх трекинг. Добрались до смотровой. Немножко вспотели. И отсюда открывается вот такой вот шикарный вид. С облаками, долина внизу и дым поднимается вверх. Но, честно говоря, это тот самый случай, когда чем выше поднимаешься, тем меньше всего интересного видишь. Вот когда мы где-то по центру шли, там тропинки такие живописные, а когда высоко поднялся, ну как будто бы вся красота теряет свой смысл. То есть ты поднимаешься на вершину ради чего-то большего, а не красоты. Типа проверить себя. Для тех, кто ценит время и красоту, в общем, рекомендуем подняться примерно до вот этого знака. Увидите, такие деревянные тропинки, они здесь заканчиваются. Ну а дальше уже более экстремальное путешествие. Для тех, кто хочет идти на вершину, это будет самая высокая точка Тайбэя, 1120 метров. От начала, от парковки идти примерно 1,7 километра. Мы сейчас поднялись, ну, не знаю, метров на 600, может быть, до смотровой. И идем вниз уже. Ну и обувь трекинговую, не забывайте. Такая жена, уходящая в туман. Вообще место классное, обязательно сюда приезжайте. А вообще забудьте про трекинг. То есть мы только что были с вами, получается, где-то вон там. Если вам далеко ходить не нравится, то внизу есть такие же тропинки, по которым можно погулять. И огромная смотровая. Огромная смотровая и гигантские клубы дыма. Здесь их гораздо больше, чем там сверху. То есть выбирайте. И вон там еще дырка такая огромная, из которой валит дым. Но здесь не так живописно, согласись. Такие тропинки бетонные, такие заграждения какие-то слишком уж зализанные. Там все-таки антураж покруче был. Такой, знаете, природный трекинг, чем-то похожий на Исландию, Норвегию.
А здесь вот прямо миниатюрная версия, на которую можно посмотреть вблизи, даже без ограждения. Но близко нельзя приближаться, потому что 100 градусов, вода кипит. Ну, действительно, мини-Исландия. Исландия на минималках. Инфраструктура для туризма идеальная, я вам скажу. Раньше я, может быть, даже и сказал, вот бы у нас тоже так делали. А на самом деле, после наших поездок на Курилы, на Сахалин, на Камчатку, я вам скажу, что у нас ничем не хуже. А я вам скажу, что здесь бесплатно все, кроме парковки платной. Ну, согласен. Как тебе такой вариант? А у нас, Туалет а у нас бесплатный. платное? А у нас платно. Точно? Ну, места есть платные. Но это не точно. Но что касается парковки, она вообще идеальнейшая. Смотрите, как все разлиновано. Как будто бы асфальт только вчера положили. Но опять же, мы наблюдаем то, что здесь есть общественный транспорт, и сюда с города можно добраться. Кстати говоря, автобус-то с города нельзя доехать. То есть вы доезжаете сначала до парка, а потом берете сервисный автобус уже непосредственно в парке. Это просто я не знаю, как на Луне. Ваш гид и Елизавета к вашим услугам. Единственное, за что здесь нужно заплатить, это за выезд, за парковочку. То есть я здесь сижу уже заведенный, а жена вон там в будке платит. Парковка получилась 30, все на китайском, ничего не понятно, но зато платить уже карточкой нельзя, можно платить только монетками. Воу-воу, ну какой-то Silent Hill начался. Облако то ли серное, то ли обычное дождевое накрыло район, и мы сквозь это облако двигаемся. Причем так интересно, похоже, что это вообще два вида облака, потому что одно холодное, другое вонючее. Получается, что это не единый въезд в какой-то парк, а парк разделен на маленькие локации, и в каждой локации есть въезд бесплатный, ну, платится только за парковку, и нужно стоять в очереди вот так вот среди машин, чтобы открылся шлагбаум. Карточка на метро снова выручила. В общем, я поняла, что без карточки на метро здесь можно из дома не выходить. Заключительное место на сегодня – это очень красивые, потрясающие такие тропинки деревянные, которые сделаны вдоль полей. И здесь находится ранчо, где фермеры Тайваня выращивают крупный рогатый скот, выращивают коровок. И они здесь пасутся на таких потрясающих лугах, едят эту травку зеленую. Да. А мы просто ходим, наблюдаем и смотрим. А потом тайваньцы едят все это в городах, в ресторанах. 100%. Как вы назовете это развлечение? То есть это какое-то говно, помет коровы, и в него скидывают камушки, втыкивают. Получается пирог из говна. Вообще здесь должны быть коровы. Походу их всех съели. Как эффектно летит самолет над этими полями. Только коров не хватает. Никогда бы не подумал, что буду так радоваться коровам. Мы думали, что их реально здесь нет, а нужно было просто дальше пройти. Вот теленок с мамой. Малыш, ты посмотри. Да, просто чили здесь отдыхает. А вот тут какая красота. Прямо на фоне заходящего солнышка. Смотрите, опа. Лежат такие коровки, отдыхают здесь. А если честно, на буйвола похоже огромные. За ушами хлопает. Посмотри на него. Ну, взлететь хочешь, что ли? Классно. Всего лишь 20 минут ехать на машине для местных жителей. И такое роскошное место. С палаточками. Там сидят, отдыхают, раскладывают пледики, достают ужины, завтраки, обеды. Сегодня еще выходной, очень много местных. Вообще идеально. Я бы хотел, знаете, чтобы вот у нас рядом с Девяткино вот так вот было. Смотрите, выходишь из своего падика, и такие поля. Плед постелил. Эх. Это были места северной части Тайваня. Надеемся, вы остались в таком же восторге, как и мы. Заряжайте мощный сочный лайк и увидимся в совершенно другом Тайване. Всем пока-пока! Пока-пока.